Роман, ну давайте знакомиться. Как долго вы живете в Египте, откуда приехали и как вам тут живется? Ну, сейчас у нас ноябрь, через месяц будет уже год. Я приехал в декабре прошлого года. Ну, как живется? Я привык уже хорошо. Вот, поначалу, так как я приехал из Индии, где все вокруг зеленое, да, джунгли, я там прям в джунглях жил. Тоскливо немножко было, потому что, ну, песок вокруг, да, все желтое, реально пустыня. Тут тоскливо, да? Ну, было, да. Сейчас я уже нормально адаптировался. Ага. Хотя все равно природы не хватает. Не Это хватает, вот правда? больше всего, на самом деле. Вот больше всего, что мне не хватает, это зелени, деревьев вокруг, там, травки зеленой. Вот. А в целом, ну что, дешево. Добрые люди, доброжелательные. Скажем так, плюсов тут гораздо больше, чем минусов. Ну, минусы, они везде же есть. Не бывает такого, чтобы минусов нигде не было. Так что... Ну да. Хорошо, а что вот вначале так плющило? Ну вот, грубо говоря, это как сформулировать? В Индии прям, ну, это моя любимая страна вообще, да? И меня все тут плющило, потому что, по сути, я приехал из места, в котором себя комфортно, там, очень спокойно чувствовал, да, просто, неважно, в любую другую обстановку незнакомую. И меня здесь все плющило, если Все честно. плющило, да? Я приехал, уже прохладно было, да, в прошлом году. То есть я уже там в толстовке, в джинсах ходил. В Индии я ходил вот как сейчас, там, в шортах, Быстро принесли, футболке. смотри, молодцы. О, Да, кофеек наш. весь шугар, я? Ага. Ой, какие чашечки хорошие, Thank you. большая порция. Спасибо, Да. thank you so much. Что еще? Наличие цивилизации, скажем так, честно. Потому что в Индии я жил в глухой деревне. То есть коровы на улицах, там, собаки, население, наверное, на всю деревню, там, может, 1500 жителей от силы. Из них, наверное, половина туристов. Вот, и для меня Хургада, сейчас я понимаю, что это деревня большая, да? Вот, а тогда я приехал и казалось, блин, я опять в городе оказался. Я не очень люблю, в принципе, в городах жить. И я начала это так чувствовать, представляешь? Это что, мы взрослеем, да? Ну да, Да, наверное. взрослеем. Что еще? Дискомфорт. Не знаю, комфорт, вот наоборот. Что я приехал, как бы мне чего там не хватало. Здесь оказалось, что все это есть. То есть, ну, например? грубо говоря, для меня было удивлением то, что я здесь могу найти продукты вот абсолютно любые, какие хочу. Вот прям что хочу, то и найду. То есть хочу свинину найти, ну надо постараться, но найду. А вот тут магазин есть, ты знаешь, да? Да. Индейку хочу найти тоже без проблем, да. Пельмени там, всякие борщи и так далее. Ну, в Индии на самом деле, ну, скажем так, что-то из этого есть, но там надо прилагать неимоверные усилия, да, чтобы это найти. Для меня как бы шоком была цена, например, там, на мясо здесь, что оно дешевое такое, ну, говядина, да. Курица дорогая, вот. А говядина, как бы, ну, когда я приехал там, я на цены смотрел, такой, да блин, как так, как она столько стоит, учитывая, что коров здесь нет, да, при этом. Вот. То есть меня цены, да, приятно удивили, но сама обстановка, как бы море, да, вот я до сих пор в Хургаде я не могу простить платного моря. Потому что до этого я в Египте, ну, был несколько раз, там, один раз в Шарме, несколько раз в Дахабе. Но в Дахабе просто, там пляж есть бесплатный, то есть ты как бы даже отели, все равно есть пляж, где серферы тусят, ты на этот пляж приходишь и все, расслабляешься так. А здесь, блин, я половину Мамши, наверное, изгулял вот так вот взад-вперед, пытаясь найти какой-нибудь выход на пляж, ну, который будет хотя бы там копейки какие-то, да, стоить. То есть отсутствие моря, после того, как я у моря жил, это прям тяжело было тоже. Что все платно, да? Да, да. Но есть лазейка, где бесплатно, я тебе покажу. Да там... я знаю, около Фильфелы, да? Да, там через забор и все. Мы с собаками туда ходим. Ну вот. Вот. Ну да, ну блин, это же пешком надо чесать. То есть можно на такси доехать, конечно, за копейки, но идея была какая, то что я бобиков взял, да, и пошел с ними на море там отдохнуть с утра рано.
Вот, а тут мне надо пропилить сколько, километров 5 в одну сторону, километров 5 в другую. Если я туда еще могу с ними на такси уехать, то обратно, если они искупаются, зайдут в море, они волосатые у меня, это Колли 2, да, по сути, Шелти маленькие. Они оттуда вылазят все мокрые в песке, и я их в машину, мне совесть не позволит просто запихивать, потому что ее потом драить надо, реально. Очень жестко. Так что, ну, только пешие маршруты. Сейчас вот попрохладнее станет, начнем опять туда пешком гулять. Ну да, да, действительно. Роман, ты мне понравился очень. Я нашла твой ролик в Ютубе, и там было название канала «Я свалил». Я думаю, надо же, какой креативный парень, потому что я тоже свалила, но 5 лет назад. Ну вот расскажи. Ну, на самом деле все просто, как бы, ну, во-первых, да, это, в принципе, показывает, да, о чем канал, да, по большому счету. Идея в том, что, в общем, в любом раскладе, как бы, мы с женой собирались зимой 22 года, мы собирались Новый год встретить в Грузии. То есть мы собирались загрузить там шмотки, себя, собак в машину. У меня микроавтобус дома остался, который был куплен специально, по сути, для путешествий, ну, большей частью. Вот. И мы на нем по Европе катались, как бы, то есть, ну, в принципе, много путешествовали. Мы думали пожить в Грузии. Вот. Но в связи с тем, что в Грузии стало невыносимо дорого, там просто цены, ну, такие стали, там, по-моему, квартиры стоили тогда по $1000 в месяц, и мы просто не вывозили этого. Вот. Поэтому, ну, хотели свалить в Грузию, свалили так, как бы в Египет. Ну да. Вот. И это же, по сути, название канала про путешествия. Вот да. Так и есть. То, что, ну, единственное, то, что, конечно, по уму-то надо его называть «Мы свалили». Все-таки. Ага. То, что и я, и жена, и собаки. 2 собаки у тебя, да? Да. Да, ну вот видишь, как хорошо. Ну, а скажи, сколько тут ты тратишь на месяц? Вот, Ну, на самом деле, очень по-разному. Вот. Но в среднем, вот так вот в среднем, если посчитать... Ну, давай не будем брать кафешки, рестораны. Вот вы платите за квартиру и за то, что готовите. Тут как раз вот фишка в том, что мы сейчас обленились совсем в хлам. И, например, на обед мы не готовим. Ну, вот. Ничего. Ну, по одной простой причине. Здесь доставка реально, можно сколько там? Дешево. 100 фунтов, да, заказать и порции, вот эти вот тазики еды. Тазики потому еды, что мы да. заказываем одну порцию там вот чего-нибудь. И нам вдвоем вот этого, ну, по мне же видно, да, какой я, что мне много не надо. Вот нам на двоих одной этой порции хватает объесться, иногда еще что-нибудь остается. Вот. Шикарно. Так Поэтому, многие живут тут. Ну, да. Но? Короче, поэтому кафешки-то исключить, ну, совсем не получается. Ну, в среднем, наверное, ну, 1050 в рублях, да, в месяц. То есть, ну, $500. 500 да, 500-600. 500-600. Вот. Ну, значит, если бы вы готовили, то было бы 400. Ну, я думаю, даже меньше. Даже потому меньше. что, ну, рис копеечный, да, овощи тоже копеечные. Да. Вот, а так, ну, мясо мы не сказать, что просто много едим. А его тут не хочется, энергия солнца. Жарко, да, жарко. Энергии солнца хватает. Не то чтобы жарко, есть другая энергия. В наших странах мы закидываем в себя дерьмо и не чувствуем это. Ну, с одной Не, стороны... просто я мясо не ем, но это потом. С одной стороны, не, я соглашусь частично, да, но насчет энергии точно соглашусь. Я, кстати, в это ни хрена не верил. Ну, как бы верил, но так вот, да, еле-еле там на грани. Пока в той же Индии не пожил, потому что там я мясо не ел вообще. Не потому что его там нет. Хотя с ним там проблемки, как бы, ну, могу рассказать, если прикольно, как бы это одна из причин была, почему я его не ел, но мне там на самом деле просто не хотелось. А здесь вот иногда хочется. Ну и, например, как бы, ну, как я могу отказать себе, вот местная кофта, она бомбическая же просто, да? Да, действительно. Вот, ну, если правильно приготовленная, хававши там, да, местная, тоже просто я огонь. люблю. Вот, поэтому, ну, здесь я мясо ем, просто, ну, как-то так, не очень часто. Вот. А в Индии там проблема была в чем? Там курятина, там, святая корова. То есть у них буйволятина есть, но в основном нету, как бы можно сказать, ее искать надо. Есть курица. Чтобы купить курицу, это как на рынке в Дахаре здесь. То есть ты приходишь, там, чикен-центр, да, это вот стоит мужик, у него в клетках эти куры, ты ему такой, так, вот та ряба на меня плохо посмотрела,
Он при тебе ее берет, бошку ей долой, как бы. Вот так вот прям, да? Да, и вот выдает тебе. И я как-то не готов был к этому. Вот целиком не чищенный? Не, ну они ее чистят, то есть они ее не обжигают, да, как мы привыкли, они как из пакета ее из кожи вот так вот достали и тебе. Да. И как-то для меня это морально тяжеловато было. Вот, я покупал там курятину в заморозке, но в основном, наверное, раза 3-4, может, я там ел мясо в кафешках. То есть захотелось вот так вот совсем уж. Я пошел в кафешку поем, но обычно не хотелось. Там вот моя энергия. То есть я к чему это? К тому, что энергия разная бывает. Вот здесь она не совсем моя. Я потому что в той же Индии я был гораздо более продуктивный, да, у меня в принципе энергии было больше. Чем тут, да? Не хватает зелени? Ну, наверное, зелени, природы вообще в целом. Да. Вот. И здесь, вот, видимо, моя энергия, она природная такая, и вот здесь ее как-то нет. Ну, тоже ведь сложно сказать, пустыня тоже природа, да, просто не моя природа. Море. Море, да, море, вот здесь это бомбическое, конечно, это самое лучшее море, по-моему, на Земле. Вот где был, я, в принципе, немало где был, как бы, ну, круче моря просто нет ведь нигде. Правда? Ну, конечно. Ну вот, видишь, какой у нас тут плюс рядышком. 5 минут от дома море, правильно? Да, да. Роман, как начинается твой день? Очень нестандартно, наверное, для многих. Я встаю, когда еще многие египтяне, по-моему, не ложатся, судя по тому, что я на улице слышу. Я встаю в 2:30 утра, сижу, занимаюсь, или там, грубо говоря, работаю над своими проектиками. А потом где-то 4:30 я иду гуляю собак. Это, наверное, самое клевое время для меня. Что, 2 собаки, да? В Хугаде. Вот, на улице вообще никого нет, ну практически, я там встречаю, может, человек 5 за все время. Класс. Вот. Потом прихожу, готовлю завтрак, мы с женой завтракаем, она идет, работает. Что вы завтракаете? Да по-разному, кашу, яишенку, Да? бутербродики, да. Вот. По-нашему, да? Ну да, Ага. вот. И все, дальше она работает, я учусь, вечером гуляем собак. И все, и спать идем. Спать мы идем обычно, ну, по-разному. Я иногда рано совсем ложусь, часов 8, иногда в 9. Жена у меня в 9 ложится. Вот. И все, и дальше идет день сурка. Кроме выходных, вот в выходные мы на пляж ходим. И все. Ну, как выходные? Один день в неделю, в субботу. А в воскресенье у нас продолжается день сурка, то есть она работает, я учусь. Кстати, это очень непривычно было, то, что здесь выходные с пятницы по субботу, да, у людей. Да. Я до сих пор в шоке, когда я вечером выхожу, как бы у меня с собаками прогулка по Манше, в том числе кусочком. Я выхожу, а там народа просто толпы, и я такой, блин. Ну, а я не очень люблю, когда людей много. Вот, мне, кстати, поэтому пляжи местные тоже, ну, не сказать, что прям сильно заходят, потому что народа всегда много. Слушай, я такая стала, представляешь, с возрастом, уединения хочу, тишины, спокойствия. Да. Ну, у меня это просто, потому что я, в принципе, да, из маленького города, вокруг лес, горы, озера там, и людей мало. Да, вот. И у меня все выходные были, я там то на озере, короче, то в лес упилил. У меня мотоцикл был для этого, сейчас его как бы я продал. Вот, такой как раз по лесу фигачить. Я постоянно куда-нибудь в гору уехал, и там полдня провел на горе в одиночестве, и кайф. Здесь, конечно, вот не хватает этого. Уединение, да? Да, да, природы и уединения. Вот, наверное, это одна из причин, почему я так рано встаю, потому что очень тихо, очень спокойно, и никого вокруг нет. Нет постоянного вот этого шума уличного. Хотя, ну, по-разному тоже. Бывает иногда там толпы под окнами ходят. Да, это действительно так и есть. Роман, чем ты занимаешься, кем работаешь, жена твоя, что вы делаете тут? Ну, жена у меня работает по удаленке, по большому счету. Я на данный момент не работаю, я учусь на айтишника, на фронтендера. То есть это те ребята, которые делают вот визуальную оболочку сайтов. То есть это, ну, когда мы куда-нибудь заходим, на тот же YouTube, да, вот все, что вы видите, там красные кнопочки,
превьюшки на видосах там и вообще вот все визуальное оформление, это вот как раз фронтендеры делают. Это те ребята, которые красят кнопки в интернете. Вот именно на него я и учусь. Супер. Нужная профессия. Ну да, востребованная. То есть это визуальные интерфейсы, это везде востребовано. Всегда. Да, действительно. Так, жена. Она работает, ну, по сути, она менеджер по работе с клиентами, то есть обрабатывает заказы входящие и общается с людьми. Там все просто. Да? То есть, какие советы вот ты бы дал людям, которые планируют переехать сюда? Ну, наверное, взять с собой колбасы с гречей. С гречкой, да? Да нет, шучу. Гречку можно найти, колбасу можно заказать из дома. Вот. Такие советы. Ну, наверное, быть моральными, готовыми к тому, что пока вы здесь живете, если вы живете не в отеле, да, если вы там такие не отельные ребята, а в своей квартире, то если у вас что-то сломается, то вы можете ждать неделю, например. То есть к этому надо спокойно относиться, потому что здесь очень спокойный ритм жизни, и к нему, кстати, привыкаешь. Это стрёмно, наверное. Так, может, хорошо? С одной стороны, да, вот, с другой стороны, нет. Если, например, работа требует постоянно там какого-то повышенного внимания, да, концентрации, постоянной напряженности, то есть общения с заказчиками, да, и быстрого оперативного реагирования, то Египет, он накладывает свой вайб, когда ты такой расслабленный становишься, ты такой, ну да, не переживай. Я думаю, многие люди, которые привыкли к вашему общению до этого, они этого не поймут. Да, кстати, да, все хорошо. Ну да, надо себя просто в тонусе поддерживать как-то постоянно, там, не знаю, что вас прет, там, в зал ходить, еще что-то. Да, ты прав, кстати, ты прав. Вот. Так, по большому счету, ну, если местную еду есть, да, как бы надо привыкать к тому, что она достаточно острая. Я, например, острое люблю, мне прям в кайф. То есть... Фасоль ешь? Фуль, фасоль, вот эти бобовые. Да. Вкусно же, полезно, фалафель правда? местный, я просто от него прям тащусь, прям кайф. Вот. Ну, я не знаю, тут кому что зайдет, да, кому вот что понравится. Я думаю, местная еда все равно достаточно разнообразная, и найти можно, ну, вот все что угодно. Даже тот же рис, я его не очень люблю, но, блин, здесь его реально ребята умеют круто готовить. Ну, да. Вот мне нравится. Да. Тот же индийский рис, например, мне не очень заходил, хотя он там так же, как здесь, он везде. Вот. Тут реально каждый найдет что-то для себя. А так, ну, к чему быть готовыми? Ну, к местному, наверное, стилю вождения и перехода дорог, да, то есть это надо время привыкнуть. То есть стартовать быстро, да? Ну, да. 2 секунды у вас есть для того, чтобы перейти дорогу. К повышенному вниманию это всех, да, вот в Каусере. Подожди, у тебя тоже повышенное внимание? В Каусере нет, вообще спокойно, но если я на Шератон выхожу, там же все равно вот эти вот, эй, давай инструкция там. Давай, да. Давай там, вот это вот может тебе надо, еще что-нибудь, короче, ну, блин. Я понимаю, им надо заработать, да, они там на всех бросаются, типа, пойдем в мой магазин, покажу, что есть. Ну, можно зайти там посмотреть, но у него есть все то же самое, что есть у всех. Вряд ли что-то там такое эксклюзивное будет. Да, наверное, и все. Так-то, если люди были за пределами отеля в любой курортной стране, ну, оно же везде так практически. Да. Ну, по крайней мере, в таких вот странах, да, которые по бюджету вот на уровне Египта, там Турция, еще что-то, там, ну, Вьетнам получше, там Азия какая-нибудь. Вот к мусору, да, не знаю, я сейчас уже внимания не обращаю, но поначалу, ну так, грязновато казалось, но надо не забывать, что я из Индии, да, сюда приехал. Жена-то у меня из дома приехала, а я из Индии, и для меня как бы здесь было, ну, уже так относительно чисто, вот. Для тех, кто приезжает там из Москвы, например, из той же, где все улицы просто вылизаны, да, в регионах-то не так, конечно, как в Москве, вот, а как бы в Москве, например, там чистота, прям и порядок везде. И для них, наверное, это будет легким шоком, особенно если они вот куда-нибудь с основной улицы так в проулочек свернут, посмотрят,
как там реально вот белье сушится, да? Да, да. Все прикольно. Но люди так живут, люди привыкли, и, ну, не будем же мы их учить, да, то, что, блин, ребята, у вас тут грязно. Но они так живут. Вот им нормально. Нам не нормально, им нормально. Да. Как бы, ну, не нравится, можно убраться. Ну, такое неблагодарное дело, мне кажется, будет. Роман, в фитнес-клубы ходишь здесь? Тут их достаточно же. Ну да, их тут много. Я ходил, у меня в компаунде, где я живу, собственно говоря, зал был. Я туда походил 3 месяца. То есть я купил сразу абонемент на 3 месяца здесь, чем дольше, ну как везде, да, чем дольше покупаешь, тем дешевле стоит. Но так как я в принципе залы не очень люблю, как бы я вот эти 3 месяца отходил и забил. Ну просто мне не заходит. А так, ну, зарядку по утрам делаю, как бы, и нормально, в принципе, мне хватает. Раньше, пока вот в Индии я жил, я по утрам бегал. Думал, собственно говоря, здесь этим заниматься, но летом такая погода, что на улицу даже рано утром выходишь. Страшно выйти, да? Да не, страшно, я сейчас хожу, наоборот, ну, жарко, да, как? Жарко. Страшно в том плане, что жарко просто, ну, невозможно. Вот, даже ночью, как бы, и... Сейчас вот похолоднее станет, может, начну опять бегать. Вот, потому что сейчас уже, в принципе, попрохладнее становится, но даже в 5 утра все равно еще, ну, так, как бы, для меня жарковато. Да, Вот. да. Так, дорогие подписчики, на сегодня все. Мы с Романом будем с вами прощаться. Все его координаты и ссылка на его канал в YouTube будет под видео. Ну, а вы задавайте вопросы, пишите, что бы вы еще хотели услышать, увидеть с Романом. А мы обязательно встретимся с ним, с этим интересным молодым человеком, и еще что-нибудь вам расскажем. А на сегодня все. Пока-пока.